прошлом выпуске я показывала вам Коринф, самый узкий судоходный канал в мире. Каринфский канал соединяет два залива. Залив Эгейского моря и залив Ионического моря. Как вариант, на обратном пути можем прогуляться в парке и прийти на вот этот пляжик. Городок небольшой, на берегу Ионического моря. Здесь длинная набережная и таверна за таверной. Водичка сегодня довольно нормальная. Я думаю, что градусов 19. Затем мы очень вкусно пообедали в таверне. Алиса заказала мусаку, блюдо очень большого размера. И на этом хорошее закончилось. Да, очень важно. Пробили мы колесо. Оно хлюпает вот так бум-бум-бум. Сейчас будем искать какую-то вулканизацию, чтобы накачать. Как оказалось, колесо нам прорезали добрые люди. Нам его залепили на СТО. Мы отъехали 20 километров, и оно лопнуло на скорости. А до дома оставалось еще 50 километров. И это был ужас. Не спрашивайте, как мы добрались. Здесь утром нашли магазин шин, и уже ребята нам нормально все поменяли. Надеюсь, что качественно. Ну что, всем доброе утро. Сейчас уже 11 утра, и мы потихонечку будем двигать к пляжу. Поедем в Доскалиу, сюда вниз спустимся, потому что у Светы сегодня последний день, завтра она на автобусе возвращается в Одессу. Но я хочу рассказать, что вот это у нас утро сейчас 11, а у нас со Светой утро началось в 7 утра. Мы же поехали искать вулканизацию, искать магазин, чтобы купить шины, потому что мое колесо после вчерашнего, то, что я вам показывала в Коринфе, ремонту уже не подлежит абсолютно. Вот, и объехали тут рядышком в радиусе 10 километров кучу всего, нашли наконец-то адекватную вулканизацию и адекватный шиномонтаж, купили бэушные хорошие шины в хорошем состоянии, нам-то все поменяли, но обошлось плюс-минус 50 евро, вот. Но хочу сделать поправочку. То, что было в прошлый раз, когда мы сломались и когда это все случилось, когда разрезали колесо. Есть люди, вот у которых, извините за выражение, руки из жопы. Подъехали к одному, он делал какой-то черной жвачкой, это все залепливал. Вот здесь вот покажу. Я смотрю, но у нас так не делают в Украине. У нас делают как-то нормально и надежно. Он говорит, нет, это проверенный хороший способ. Все будет хорошо, будете ездить долго. Отъехали мы 20 километров, слышу, бах, на скорости это колесо полностью сдуло, и опять на диске я ехала до ближайшей заправки, чтобы хоть что-то сделать, остановились, там ребят попросили, чтобы они помогли нам снять это колесо, мы поняли, что уже его не сделают, и у меня в багажнике был, это так называется, костыль, маленькое такое инвалидное колесико, которое можно, ну, поменять, временно поставить, вот, пока не решить проблему. Начали они нам снимать мое колесо, и как вот нужно чем думать, я не знаю, чтобы прокрутить этот болт не по часовой стрелке, а в обратную сторону, или как он хотел его открутить, вырвал полностью резьбу с одного и со второго болта. То есть на колесе у нас 4 болта, осталось 2. И я это увидела только сегодня, когда уже нормальные ребята нам меняли, когда мы купили новые шины, ну это просто какой-то ужас. И вот я честно скажу, выводы сделаны, теперь уже на дальние расстояния, без запаски, я в жизни никогда никуда не поеду, что это страшно. Я вообще не понимаю, как я, купив машину в сентябре в Грузии, намотала почти 10 тысяч километров сейчас вот до этого времени. И ездила без запаски, и ничего такого не происходило. Все, теперь большую часть вещей, одежды мы оставляем дома. Пересматриваем полностью все, беру самый минимум необходимого, и обязательно в багажнике будет лежать запасное колесо, потому что то, что мы пережили вот в этом видео, когда ездили в Коринф, ну это реальный кошмар. Мы были все нервные, злые, после 12 ночи вернулись домой, и я так перенервничала из-за этого всего, что у меня аж давление поднялось. Очень не хотелось ночевать с детьми где-то в полях под Лутраки, вот, и просто пожевала это колесо, этот диск, и реально вот я понимаю, что нужно впредь как-то предусматривать такие вещи, чтобы это не повторилось. Погода наконец-то наладилась, ветра нет, солнце яркое, жаркое, пляжное время. Взяли у Ставроса огромный зонт, такой как в барах ставят. Не знаю, как сейчас мы его вкопаем, что у нас получится. И мы приехали на тот пляж, помните, мы в прошлом году с Асей здесь были, это Доскалио. Сезон, здесь очень много людей, и, если я не ошибаюсь, было 25 евро 2 шезлонга.
Вот я изначально не хотела брать этот огромный зонт, но Тая аж настояла на своем, ей же надо, и вот сейчас она его пытается ставить, и Свету еще припрягла. Зонт, конечно же, мы поставить не смогли, это нереально, но зато мы сделали вот такой тенек. Улеглись, да? Ай, течет. Я как всегда. Только ты пока. Сегодня мы додумались детям сделать сзади отдельную норку, и нас не мучают. Дают нам позагорать, полежать спокойно, без вот этого постоянного мам, 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 мам. Скала каких-то крокусов дикорастущих. Просто красота. Летом этого уже не будет, все выгорит. Сегодня просто шикарная погода. Она, наверное, такая, потому что завтра Света уезжает уже в Одессу домой. И Греция провожает ее таким солнышком, весенними крокусами и теплым морем. Греция меня встретила очень хорошо, погодка была теплая. И провожает она меня такой же шикарной погодой, в таком красивом месте. Я буду немножко грустить и скучать. И надеяться, что я еще приеду сюда не один раз. А вот и детки наши. Ты долго скучала по ним, да? Мы не успели отойти, на 5 минут, говорю. Утром просыпаться и ждать воды, кушать домой. Я за этим буду тоже очень скучать. Этого будет не хватать. Да, мы думали, крестная непривычная у нас с ума сойдет тут, скажи, за эти дни. От криков, от воплей, от битья вот этого, безобразного поведения, от того, как Алиса постоянно кричит ночью, что она хочет пить, и чтобы крестная ей принесла водички. Алиса, ты будешь скучать по Свете? Да. Света завтра уезжает уже, ты знаешь? Хочу к папе. Ну ничего, к папе мы тоже скоро поедем, через недельку. Нет, он сюда не смог приехать, мы к нему поедем. Он что, сюда приедет? Нет, не приедет, повторюха-муха. Он что, сюда приедет? И вот так, чтобы вы понимали, 10 раз в день один и тот же вопрос. Безумно красиво здесь, в этих местах весной, да? Очень. А теперь я хочу всем вам рассказать, почему же я не ставлю видео на свой YouTube-канал. Недавно у меня уже, наверное, второй раз сломался телефон, и мне его починила мама. Пошла в ремонт, и его за 3000 гривен сделали. Ну вот буквально 3 дня назад он снова перестал работать, и понятно, что в 3-й раз его уже не будут чинить, потому что мне его купили в прошлом феврале, и вот он уже не работает спустя год, и вот так вот. Ну, я внесу поправочку. Да, опять потек у нас дисплей, и сделали его, говорили, все нормально, все классно, будет работать, 100%, не переживайте. Мы уехали, прошла неделя, и он сдох, и заново течет этот дисплей. Я, конечно, вернусь сейчас в Одессу. Первое, что я сделаю, пойду ругаться с этим мастером, потому что деньги не маленькие, и он по факту сделал хреново. Поэтому пока что видео не будут выходить, и я не знаю, когда точно выйдет следующее, так как все у меня куски того, что я пыталась монтировать, остались именно в телефоне. И, возможно, если у мамы будет время, она что-нибудь из своих видео смонтирует и выставит на канал. Водичка хорошая сегодня. Очень красиво тут прям вообще. Здесь в расщелине просто огромное количество морских ежиков, вот таких, много-много-много. И так, если не знать, можно ногой встать. Но эти более-менее безопасные. На Занзибаре как-то я нырнула неудачно и ногой зацепила риф коралловый. И там был вот такой еж с вот такими шипами. Пробила ногу практически насквозь, в палец позагоняла. И мне в госпитале 40 минут это все чистили без наркоза. Это был какой-то кошмар. Так что эти это такой детский лепет. Вот, смотри, смотри. А они не ядовитые? Эти нет. А можно их потрогать? Вот самые, вот тут, которые близкие. Вот тут сидят пару ежиков.
Вон наш зонтик стоит полуприкопанный, одинокий. Дети ушли на качели. Чтоб крестной не было скучно последний вечер. Вон она там катает. Народ купается уже потихоньку тоже. Ну, посуда ей. Эта собачка была здесь в прошлом году, и Алиса с ней играла. Мама, чего собачка такая замученная? Она не замучена, ее нормально кормят в этом баре, и люди подкармливают. И она чья-то. Ты ее кинула в песок, она не будет с песка есть. Да, я тоже хочу есть вообще-то. Все, они докормили мою ветчину. Мама сегодня не покушала, да? Ну что ж вы ему в песок бросаете, ну... Ну что, наверное, уже пора собираться, потому что у Таи сегодня еще урок музыки с любимой учительницей. Правая от сибемоля. Пробуй, пожалуйста. Правая сибемоль. Отлично. А теперь 4 такта подряд. Все вместе. Вот видишь, этот быстрее, молодчина. Теперь все 4 такта. Поехали. То же самое. Помиры, до. Сейчас. Ты как с сауны прям вышла. Вот этот цветочек мы всегда поливаем тоже, когда мы здесь, потому что солнце его может сжечь. Какой кайф быть здесь с машиной. Я помню, прошлый год было настолько тяжко везде ходить ногами или вызывать дорогущее такси. В прошлом году мы вот в эти пещеры еще не добрались. Это кажется, что они так близко, на самом деле нужно спуститься в каньон и потом подняться на эту гору. Ре, си бемоль. Там нету ноты до. Ре, си бемоль. Через одну вниз. Один, два. Что-то у меня не получается вообще ее открыть. Ну давай резко, раз. Там ее нужно крутить. Там ё-моё, не, она не крутит. Кот. Кот на измене убежал. Ставрос будет очень рад. Я бы не хотела... Он подскочил к вам и ускочил в куст. И вон еще две, вот тут валяются, смотри. Вот здесь на дорожке. Что вы делаете? Сырники по бабушкиному рецепту. Да. Это главный помощник. Куда ты пальцем в сметану лезешь? Скажи мне. А? Вкусные, а главное проверенные, кстати. Много лет уже делали. В формочке Бабушка. будет. Да, мне бабушка с собой дала сюда некоторые кондитерские штуки. Ну и не только, потому что ей они не нужны уже. И там одна формочка есть. Получился вот такой красивый, чуть-чуть подгоревший с краешку динозаврик. На динозавра зато очень похоже, натурально все. Ты уже макароны поела. Опять хочу. Ты что-то очень много кушаешь, как твой папа, мне кажется. Или шутишь, да? Или тебе от скуки так, да? Тебе скучно, и ты хочешь постоянно есть. А когда достали его, очень даже красивый получился дракончик такой. И ничего не сгоревший. Вот Это, такой. нет, это крокодил Гена. Это динозавр вообще, ну ладно. Наконец-то все уже улеглись, и я пошла монтировать для вас следующее видео. Вот здесь вот буду комаров кормить.